Всем привет! Меня зовут Кукса Вячеслав, и сегодня я начинаю новый раздел на своем YouTube-канале, где мы разберем все статические элементы, которые я умею. Я постараюсь как-то более понятно для всех объяснить, как их изучить, расскажу, как изучал я. И первый элемент, который мы сегодня возьмем на обучение, это горизонт, то есть планш. Ноги вместе, врозь, разберем и тот, и тот. Я объясню, как изучать, и для начала я хочу показать, как он выглядит, а потом перейдем к разбору. Поехали! Итак, перейдем к самому изучению элемента. Сразу скажу, как учил его я, и то, что покажу сейчас, будет отличаться, потому что я до этого много чего не знал и учился методами проб и ошибок. И моя техника была довольно-таки другая, и времени отдалось и сил намного больше, чем я могу предложить сейчас. Поэтому я сразу начну рассказывать правильный вид, правильную технику, точнее, изучения. Разберем, сделаю пошаговый план. И я думаю, где-то через короткое время вы уже почувствуете первые свои, так скажем, положительные результаты в этом элементе. Все подготовительные базовые элементы, которые помогут вам в увеличении силы в горизонте, я вам покажу в самом конце. Расскажу, как будет проще, если там что-то вам тяжело. Объясню несколько видов, и вы научитесь не только изучению элемента, но и базовой подготовке к этому элементу. Итак, первое, что нам нужно научиться, это научиться закрывать плечи. Закрывать плечи и спину. То есть в этом положении мы научимся именно останавливать свое тело с уходом вперед. И это не будет не так сложно, потому что выключится нагрузка на ноги, и вы просто будете, получается, изучать этот элемент без особого усложнения для начала. То есть это будет первый этап. После того, как вы уже свободно этот этап пройдете и сможете так спокойненько, ровно стоять и уверенно секунд хотя бы 10, можете начинать переходить к второму этапу, это подъем ног. Ноги поднимаются поясницей, поэтому поясницу надо будет тоже раскачивать. Я попозже покажу, какими упражнениями это делать, как всего проще, но лучше всего это делать именно сразу, поднимая с горизонта, то есть с вот этого исходного положения ноги вниз, поднимать ноги уже до горизонтального положения, по чуть-чуть, понемногу. Поэтому первым, чему надо учиться горизонт, это не на полу, не на стойках, именно которых брусья, а именно стойки, которые предназначены для пола, и они невысокие. То есть в случае падения вы как бы не будете травмироваться. Вот. После того, когда вы уже поняли немножко смысл, как поднимать ноги, все, что вам остается, это просто довести подъем до горизонтального положения. Когда вы доведете подъем до горизонтального положения, надо научиться будет это останавливать. И после того, когда вы научитесь это останавливать, вам надо просто будет увеличивать время удержания. Ничего суперсложного, никакой суперсхемы. Просто доведение ног поясницы до горизонтального положения, остановка. Да, ноги сначала будут не слушаться вас и не останавливаться, потому что поясница не сразу поймет, что это за нагрузка и как с ней работать. Но со временем они начнутся тормозить. Потом, когда ноги немножко будут провисать, вы сможете их доводить до горизонтального положения и останавливать на секунду, полторы, две, 2,5. И тем самым так получается, что раз, два, и вы уже умеете этот элемент. С горизонтом ноги вместе похожая ситуация, только надо будет вести с ровных ног вниз, поднимать поясницей до положения горизонтали. Каждый делает по-разному, но я, например, поднимаю горизонт снизу на горизонтальное положение. Ровными ногами, не с изгибами, ничем, но дальше вы уже выбирайте сами. Я рассказываю, как учился этому я и как на данный момент делаю это я. Теперь, собственно, подойдем к подводящим упражнениям, которые помогут вам добавить силы в плечи, потому что большинство моих элементов статических будет большой нагрузкой на плечи. Поэтому всегда закачивайте плечи. Они вам помогут и не только в горизонте, а в многих других элементах. Первый подводящий элемент к горизонту – это будет отжимания. Простые отжимания, но не особо непростые, потому что они будут утяжелены уходом вперед. Тем самым мы будем переносить нагрузку на плечи, и вы будете находиться немножко в положении самого горизонта.
и научиться отжиматься в горизонте, не умея горизонт, это будет вообще шикарно. Потому что я, например, сначала научился отжиматься в горизонте, а потом только его держать. Это было с упора. Вот, после того, когда вы научитесь отжиматься, 20-30 раз вам хватит вполне свободно, с большим уходом вперед, это будет очень здорово, и я думаю, проблем с горизонтом у вас не будет. Второй, более сложный подводящий элемент к горизонту – это отжимание в стойке. Я знаю, что не все умеют стойку, и обучалка мне и по стойке будет обязательно. И хоть я ее и дольше всех элементов учил, она мне очень тяжело далась, особенно на одной руке. Постараюсь как-то тоже хорошо потом объяснить. Те, кто не умеет отжимания в стойке, например, на брусьях или на полу, кому это сложно, кто не умеет балансировать или держаться в этом положении, стойки, будем отжиматься у стены. То есть у стены могут стоять и девушки, и парни, все абсолютно. Простое отжимание. Смотрите на пол, касайтесь носом в идеале пола и возвращайтесь. Не надо дергания, не надо резкости. Чем будет это сильнее отдача плавности, тем будет больше и эффективнее нагрузка, и тем больше и сильнее будут ваши плечи. Это вот два элемента, которые я могу подсказать, очень хорошо помогут в изучении горизонта. Больше вам ничего не надо. Вот эти шаги выполняйте два подводящих элемента, и очень скоро вы придете к положительному эффекту в горизонте. Если будут какие-то вопросы, если что-то непонятно, или я что-то не рассказал и забыл, не забывайте, что это мой новый проект, это мое первое видео. И я думаю, со временем это все будет больше и лучше передано вам, весь мой опыт. Я буду слушать свою аудиторию, буду выбирать элементы, которые наиболее важны на данный момент. И я думаю, вместе всем с этим мы сделаем неплохой проект, который поможет и новичкам, и уже любителям, и может даже профессионалам. Я делюсь с вами своим опытом, я Кукса Вячеслав, надеюсь, помогу и помог. Всего доброго, прощайте.